Урок 1. Приготовление жаркого. Ах, картофель фри приготовить легко. Просто готовьте овощи на сильном огне. Отличный совет. Приготовление на сильном огне помогает сохранить хрустящую корочку и яркие цвета. Точно. Все дело в том быстром способе приготовления, который сохраняет питательные вещества в неизменном виде. Мне нравится, насколько универсальным может быть картофель фри. Вы можете использовать практически любые овощи, которые есть под рукой. Да, и они идеально подходят для экспериментов с разными соусами и вкусами. Я согласен. Это быстрый и полезный способ насладиться разнообразием ингредиентов в одном блюде. Конечно. Давайте скоро запланируем вечер жаркий и попробуем несколько новых комбинаций. Я в полном составе. Будет весело приготовить что-нибудь вкусное вместе. Абсолютно. Мне не терпится увидеть, какие вкусные творения мы придумаем. Урок 2. Покупка продуктов. Эй, вы уже купили продукты? Да, я только что вернулась из супермаркета, и это было настоящее приключение. Звучит интересно, что вы в итоге забрали. Я купил кучу свежих фруктов и овощей, а также несколько закусок на неделю. Приятно. Свежие продукты всегда являются лучшим выбором. Они делают блюда намного полезнее для здоровья. Точно. Я всегда чувствую прилив энергии, когда ем свежие продукты. Сталкивались ли вы с какими-либо трудностями во время шопинга? Немного. В магазине было многолюдно, но мне удалось найти все необходимое. Могу себе представить. По выходным всегда немного хаотично. Урок 3. Проблемы с полетом. Мне очень жаль слышать о проблемах с вашим багажом во время полета. Спасибо. Было неприятно, но я справляюсь. Можете ли вы дать мне несколько советов на следующий раз? Абсолютно. Всегда держите сменную одежду и предметы первой необходимости в ручной клади. Отличная идея. Я обязательно это сделаю, чтобы избежать неудобств. Кроме того, не забудьте четко маркировать свой багаж, чтобы его можно было легко идентифицировать. Я об этом не думала. В следующий раз я добавлю отличительный тег. Это очень помогает, особенно в загруженных аэропортах, где багаж может перепутаться. Я это запомню. Спасибо за совет. Так вы избавите себя от стресса в путешествиях. В любое время. Надеюсь, ваш следующий рейс пройдет без проблем с багажом. Урок 4. Защита исчезающих видов. Есть несколько организаций, которые работают над защитой исчезающих видов, что имеет решающее значение для биоразнообразия. Определенно. Их усилия играют важную роль в поддержании экологического баланса. Я согласен. Вдохновляет то, насколько люди преданы делу сохранения дикой природы и среды ее обитания. Да, и посадка большего количества деревьев– простой, но эффективный способ поддержать эти инициативы. Точно. Деревья служат убежищем и пищей для многих видов, помогая им процветать. Удивительно, насколько все взаимосвязаны в природе, не так ли? Абсолютно. Каждое действие важно, и поддерживая эти организации, мы можем изменить ситуацию к лучшему. Я рада быть частью сообщества, которое заботится об окружающей среде. Вместе мы можем повысить осведомленность и внести свой вклад в решение этих важных Урок задач. 5. Зимняя жизнь. Зима в стране может быть довольно сложной, особенно в 1862 году, когда ресурсы были ограничены. Звучит сложно. Какой была жизнь в стране в то время? Что ж, многие люди занимались сельским хозяйством и охотой.
но суровые зимы затрудняли Могу выживание. себе представить. Должно быть, из-за холодной погоды путешествовать и собирать ресурсы было довольно сложно. Точно! Семьям пришлось проявить изобретательность, чтобы пережить зимние месяцы. Я восхищаюсь их стойкостью и способностью адаптироваться к таким суровым условиям. Да, это действительно подчеркивает силу этих сообществ в свое время. Приятно узнать, как им удалось преуспеть, несмотря на трудности. Я согласен. Их история — свидетельство человеческой настойчивости и изобретательности. Урок 6. Советы по повышению производительности. У меня есть несколько советов, как оставаться продуктивным, например, немного вздремнуть и выйти на свежий воздух. Звучит полезно. Днем я часто чувствую себя вялым, поэтому мне лучше немного вздремнуть. Да, даже 20-минутный сон может зарядить энергией и улучшить концентрацию внимания. Обязательно попробую. Я заметила, что выход на улицу также может улучшить мое настроение. Абсолютно. Немного свежего воздуха и солнечного света могут творить чудеса с точки зрения ясности В ума. этом есть смысл. У природы есть способ оживить наш дух и творческий потенциал. Точно, небольшие перерывы в повседневной жизни могут повысить общую производительность. Мне нравится эта идея. Все дело в том, чтобы найти баланс и позаботиться о себе. Конечно, давайте попробуем воспользоваться этими советами и посмотрим, как они Урок работают для 7. нас. Пограничные путешествия. Зимой жизнь может быть совсем другой, в суровых условиях путешествия часто просто невозможны. Звучит сложно. Как людям удавалось передвигаться в такую холодную погоду? Что ж, путешествовать было сложно, и многие оставались рядом с домом из-за снега и льда. Понимаю, почему. Граница была трудной, особенно в условиях ограниченных ресурсов зимой. Точно. Людям приходилось в значительной степени полагаться на свои общины и на то, что у них было под рукой. Это действительно подчеркивает важность самодостаточности в те времена. Да, и они должны были очень стратегически подходить к своим ресурсам и планированию. Я восхищаюсь их способностью переносить такие трудности и при этом поддерживать друг друга. Это действительно вдохновляет. Их истории многое рассказывают нам об устойчивости и духе сообщества. Урок 8. Функции управления. Функция управления поддерживает планирование в соответствии с личными потребностями бизнеса. Это интересно. Это важно для того, чтобы сотрудники чувствовали себя ценными и мотивированными. Абсолютно. Когда руководство сосредоточено на личных потребностях, оно повышает общий моральный дух и производительность. Я полностью согласен. Счастливые сотрудники, как правило, работают лучше и вносят позитивный вклад в работу. Точно! Для организации крайне важно инвестировать в развитие и благополучие своих сотрудников. Мне нравится такой подход. Он создает благоприятную среду, способствующую росту и сотрудничеству. Да, и это помогает создать сильную команду, способную эффективно справляться с трудностями. Мне не терпится увидеть, как эти принципы могут быть применены в реальных сценариях. Давайте подробнее рассмотрим эффективные стратегии управления, способствующие удовлетворению Урок сотрудников. 9. Пробег за продуктами. Эй, мне нужно купить продукты. Хочешь пойти? Конечно, я хотел бы присоединиться к вам. Всегда веселее ходить по магазинам с кем-то. Отлично.
Кроме того, мне не помешало бы второе мнение о некоторых товарах, которые я собираюсь купить. Абсолютно. Я рад помочь вам выбрать лучшие варианты. Отлично. Давайте составим список, чтобы не забыть ничего важного. Это умная идея. Это сделает нашу поездку по магазинам более эффективной. Да, и в процессе работы мы также можем изучить несколько новых рецептов. Мне это нравится. Попробование новых рецептов делает покупки продуктов намного интереснее. Давайте начнем с нашего списка и отправимся в путь. Урок 10. Проблемы с подключением. Позвольте мне проверить соединение и попробовать перезапустить его. Иногда это помогает. Похоже, это хороший план. Надеюсь, мы сможем быстро все Да, исправить. мне бы не хотелось пропускать наши важные звонки или встречи из-за технических проблем. Точно. Стабильное соединение необходимо для продуктивной работы и связи. Давайте посмотрим, решит ли перезапуск проблему. Часто он творит чудеса. Я согласен. Технология может быть требовательной, но обычно быстрая перезагрузка помогает. Скрестим пальцы. Если это не сработает, возможно, нам придется проверить настройки. Определенно. При необходимости я здесь, чтобы помочь устранить любые дополнительные проблемы. Спасибо. Давайте вместе вернем все в нужное русло. Урок 11. Садоводство и герои. Здесь есть школа садоводства с большими садами, на которые приятно смотреть. Звучит замечательно. Мне нравится, как растения могут привнести красоту и жизнь в любое пространство. Абсолютно. Это отличный способ рассказать студентам об устойчивом развитии и природе. Я согласен. Квинстон-Хайтс — это парк, посвященный одному из героев Канады, что придает ему историческое значение. Да, удивительно, как природа и история могут так эффективно сочетаться друг с другом. Мне это нравится. Для людей важно приобщиться как к окружающей среде, так и к своей истории. Точно. Такие парки могут рассказывать посетителям о важных событиях, обеспечивая при этом прекрасное место для отдыха. Мне не терпится узнать больше о героях, которых там увековечили, и об их вкладе. Давайте спланируем поездку, чтобы осмотреть сады и погрузиться в историю. Урок 12. Душевые и раздевалки. Да, для гостей есть душевые и раздевалки, что очень удобно. Приятно это слышать. Благодаря таким удобствам вам будет намного легче освежиться после тренировки. Абсолютно приятно иметь такую возможность, особенно если вы в пути. Я полностью согласен. Я всегда ценю место, где я могу переодеться и чувствовать себя комфортно. Кроме того, это побуждает все больше людей посещать тренажерный зал, когда они знают, что могут после этого убраться. Точно. Это создает уютную атмосферу для всех, независимо от уровня физической подготовки. Я думаю, что любому фитнес-центру важно предоставлять эти удобства, чтобы улучшить впечатление. Определенно. Я с нетерпением жду возможности принять этот душ после наших сеансов. Я тоже. Давайте воспользуемся тренажерным залом по максимуму и насладимся этим оборудованием. Урок 13. Проблемы производительности. Я пока не уверен, как лучше подойти к выполнению своих задач. Меня беспокоит сохранение производительности. Это серьезная проблема. Очень важно найти баланс, позволяющий сосредоточиться и при этом не чувствовать себя подавленным. Точно. Я хочу работать эффективно и не терять мотивацию по ходу дела. Я прекрасно понимаю. Возможно,
Постановка небольших и достижимых целей поможет вам не сбиться с пути. Отличное предложение. Разбивая задачи на управляемые части, они становятся менее сложными. Да, и это позволяет вам праздновать свой прогресс, что может действительно мотивировать. Мне нравится эта идея. Отслеживание моих достижений может помочь мне сохранять позитивный настрой и сосредоточиться. Абсолютно. Все дело в том, чтобы найти то, что лучше всего подходит для вас, и адаптироваться по мере необходимости. Спасибо за поддержку. Я с нетерпением жду возможности реализовать эти стратегии в будущем. Урок 14. Помощь в бронировании. Это работает. Не могли бы вы забронировать его для меня, пожалуйста? Конечно. Я сразу завершу бронирование и позабочусь о том, чтобы все было в порядке. Спасибо. Я очень ценю вашу помощь в этом. Это значительно упрощает планирование. Это совсем не проблема. Я рад помочь вам в организации поездки. Я с нетерпением жду этого приключения, и все, что я забронировал, отнимает у меня кучу сил. Я рада это слышать. Как только все будет готово, я пришлю вам все данные для подтверждения. Отлично. Я буду следить за обновлениями по электронной Да, почте. и если вы хотите, чтобы я включил что-то конкретное, просто дайте мне знать. Я так и сделаю. Еще раз спасибо, что позаботились об этом. Для меня это очень Урок много значит. 15. Индивидуальный подход к кулинарии. Мне нравится эта идея. Она сделает кулинарную книгу более личной и особенной. Точно. Включая наши любимые рецепты, мы создадим уникальную коллекцию, отражающую наши вкусы. Да и рассказ о том, почему каждое блюдо так важно, сделает его еще более значимым. Я полностью согласен. Это добавляет индивидуальности и делает кулинарную книгу семейным сокровищем. Конечно, я уже представляю себе, какие воспоминания мы оставим, приготовив эти рецепты вместе. Вот что меня радует. Это прекрасный способ отпраздновать время, проведенное вместе на кухне. Абсолютно. Давайте начнем собирать наши любимые рецепты и посмотрим, что мы можем собрать. Я готова. Это будет интересный проект, которым мы сможем наслаждаться долгие годы. Не могу дождаться, когда все получится. Это станет заветным дополнением к нашему кулинарному путешествию. Урок 16. Осознанное принятие решений. Верно, важно помнить о потенциальных последствиях наших действий. Абсолютно. Рассмотрение результатов может помочь нам принимать более разумные решения в долгосрочной перспективе. Точно. Легко действовать импульсивно, не думая о том, как это может повлиять на других. Да, если вы уделите время размышлениям, это поможет избежать недоразумений и конфликтов. Я полностью согласен. Речь идет о создании более продуманного подхода к нашему взаимодействию. Мне нравится, что внимательность может улучшить отношения и общение. Конечно. Рассматривая влияние наших решений, мы создаем более позитивную атмосферу. Меня вдохновляет практиковать эту внимательность в повседневной жизни. Это очень ценный навык. Давайте привлечем друг друга к ответственности, чтобы в будущем принимать более взвешенные решения. Урок 17. Медицинский миссионер. Ливингстон намеревался стать медицинским миссионером. Это значит, что он станет врачом, проповедником и учителем. Это замечательный путь. Сочетание медицины с образованием и верой может оказать мощное влияние. Точно. Это свидетельствует о стремлении служить как телу, так и духу нуждающихся людей. Мне нравится эта идея.
В ней особое внимание уделяется комплексному уходу, заботе о физическом и эмоциональном благополучии. Конечно, такие роли могут вдохновлять сообщество и повышать осведомленность о здоровье. Приятно думать о том, как один человек может положительно повлиять на жизнь многих людей. Да, и это подчеркивает важность сострадания как в медицине, так и в образовании. Я согласен. Давайте не будем забывать о ценности служения другим и в нашей собственной жизни. Абсолютно. Это отличное напоминание о необходимости внести позитивный вклад в развитие наших сообществ. Урок 18. Древние спортсмены. Столетия назад даже спортсмены на древних Олимпийских играх в Греции использовали различные стимуляторы. Это просто потрясающе. Интересно подумать о том, как спорт развивался с течением времени. Точно. Использование стимуляторов показывает, как далеко мы продвинулись в понимании здоровья и честности в спорте. Я согласен. Сегодня существуют строгие правила, обеспечивающие честную игру и безопасность спортсменов. Да, и важно сохранить честную конкуренцию для будущих поколений. Мне нравится, что современный спорт способствует развитию не только физических способностей, но и этических норм. Конечно, речь идет о прославлении духа соревнований и уважении к спортсменам. Абсолютно. Я рада видеть этот прогресс. Он способствует более здоровому подходу к спорту. Давайте продолжим поддерживать методы, способствующие справедливости и благополучию в легкой атлетике. Урок 19. Бурные истории. Истории были очень страшными, за моим окном назревал шторм. А нет. Звучит очень интенсивно. Штормы могут быть довольно пугающими, особенно ночью. Точно! Начал завывать ветер и шел сильный дождь. Могу себе представить. Это создает такую жуткую атмосферу, делает все более драматичным. Да, это, безусловно, добавляет напряженности любой истории, которую вы читаете или смотрите. Я согласен. Звук шторма действительно может улучшить настроение и настроить сцену. Удивительно, как природа может создавать такие сильные эмоции с помощью своих элементов. Конечно. Мне нравится, как хорошая история может перенести вас в этот момент и сделать его реальным. Абсолютно. Давайте в следующий раз поделимся этими захватывающими историями. Урок 20. Летние сады. Мне нравится видеть летом петунии и бархатцы. Они придают саду такие яркие цвета. Абсолютно. Они украсят любое открытое пространство и доставляют столько радости. Да, и некоторые сажают подсолнухи, которые к тому же потрясающие и веселые. Я согласен. Подсолнухи обладают уникальной способностью поворачиваться и следовать за солнцем, что просто завораживает. Точно. Их большие головки и желтые лепестки создают прекрасное зрелище в любом саду. Кроме того, они отлично подходят для привлечения опылителей, таких как пчелы и бабочки. Это правда. Удивительно, как цветы поддерживают экосистему и при этом прекрасно выглядят. Мне нравится, что садоводство может быть одновременно расслабляющим хобби и способом позитивного воздействия на природу. Конечно. Давайте планируем посадить цветы вместе этим летом, будет весело. Урок 21. Опасности вождения в нетрезвом виде. Поистине тревожно, насколько опасным может быть вождение в нетрезвом виде. Каждый год из-за этого гибнут тысячи людей. Я знаю, и тот факт, что многие люди теряют контроль над своими автомобилями из-за неправильного суждения, просто душераздирает.
Точно эту проблему можно предотвратить, но она продолжает уносить жизни ни в чем не повинных людей и разрушать семьи. И последствия этих трагедий затрагивают не только отдельных лиц. Последствия этих трагедий ощущают на себе целые сообщества. Да, именно поэтому повышение осведомленности об опасностях вождения в нетрезвом виде так важно. Безусловно, поощрение ответственного поведения и альтернатив может спасти бесчисленное количество жизней. Речь идет о создании культуры безопасности и ответственности на дорогах. В конечном счете, мы все должны сыграть свою роль в обеспечении того, чтобы каждый день благополучно возвращался домой. Да, вместе мы можем изменить ситуацию к лучшему и предотвратить такие бессмысленные трагедии. Урок 22. Позитивные изменения в жизни. Заметили ли вы какие-либо позитивные изменения в своей жизни за последнее Да, время? на самом деле. Теперь я сплю намного лучше и чувствую себя более энергичным в течение дня. Приятно это слышать. Качественный сон может так сильно повлиять на наше общее самочувствие. Это действительно так. Я также сосредоточилась на своем психическом здоровье, что очень помогло. Безусловно, забота о нашем уме так же важна, как и о теле. Да, и я заметила, что даже небольшие изменения в моем распорядке могут привести к значительному улучшению настроения. Это фантастическое осознание, зачастую именно мелочи играют решающую роль. Точно. Мне не терпится продолжить этот путь самосовершенствования и посмотреть, к чему это приведет меня. В конечном итоге позитивные изменения могут привести к более полноценной и счастливой жизни. Урок 23. Тайны прошлого. Интересно, как лишь немногие доверенные лица знали, что франки жили в этих маленьких комнатах. Да, решение скрываться 6 июля 1942 года навсегда изменило их жизнь. Они столкнулись с невообразимыми трудностями, но в такие мрачные времена им удалось сохранить надежду и сохранить человечность. Именно так, и их история подчеркивает прочность семейных уз и важность устойчивости. Удивительно, как они создали ощущение нормальной жизни, несмотря на постоянный страх, окружающий их. Действительно, их мужество и решимость оставаться вместе в таких условиях действительно вдохновляют. И это служит напоминанием о важности доверия и поддержки в самых сложных ситуациях. Безусловно, их наследие продолжает учить нас силе надежды и человеческому духу. В конце концов, именно эти истории напоминают нам о нашей общей человечности и необходимости сострадания. Урок 24. Безопасность общественного транспорта. Это хорошее замечание о безопасности использования общественного транспорта в ночное время. Эта тема беспокоит многих людей. Да, я часто слышу разные мнения, и очень важно учитывать окружающую среду и конкретную область. Точно, некоторые города довольно безопасны, в то время как другие могут подвергаться более высоким рискам, особенно в темное время суток. Всегда разумно сохранять бдительность и следить за своим окружением, независимо от местоположения. Конечно, путешествие с другом часто может повысить безопасность, если вы выходите на улицу поздно вечером. Да, и заблаговременное знание маршрутов и расписаний поможет минимизировать потенциальные риски. Кроме того, использование проверенных транспортных средств, таких как проверенные варианты совместного использования автомобилей, могут обеспечить вам душевное Действительно, спокойствие. информированность и осторожность могут существенно повлиять на безопасное путешествие домой.
В конечном итоге речь идет о соблюдении баланса между удобством и личной безопасностью при использовании общественного транспорта. Урок 25. Мечты о Карибском море. Когда вы упоминаете пляж на Карибах, сразу же возникают образы рая и отдыха. Я слышал об этом много интересного. Кристально чистая вода и мягкий белый песок звучат просто божественно. Да, яркая культура и вкусная еда только усиливают очарование этих прекрасных островов. Могу себе представить, как приятно понежиться на солнце и насладиться блюдами местной кухни на пляже. Именно так, такие занятия, как сноркелинг или дайвинг, сделают этот опыт еще более незабываемым. Безусловно, я всегда хотела исследовать подводный мир и его красочную морскую жизнь. Кроме того, теплое гостеприимство местных жителей делает этот визит еще более особенным и гостеприимным. Да, я думаю, что это идеальное место для побега от шума и суеты повседневной жизни. В конце концов, отпуск на Карибах кажется воплощением мечты для всех, кто ищет приключений и релаксации. Урок 26. Плотный график. Учитывая, насколько насыщенной может быть наша жизнь, я прекрасно понимаю, как важно найти способы избавиться от путешествий. Точно. При таком большом количестве обязательств постоянно находиться в движении может быть утомительно. Да, будь то работа или семейные обязанности, плотный график часто оставляет мало места для отдыха. А благодаря технологиям мы можем общаться и сотрудничать друг с другом без необходимости преодолевать большие расстояния. Безусловно, виртуальные встречи и онлайн-семьи нары могут быть столь же эффективными, если не более эффективными, чем личные встречи. Кроме того, это экономит время и деньги, позволяя нам сосредоточиться на том, что действительно важно в нашей напряженной жизни. Да, и это открывает возможности для людей, которые, возможно, не смогли путешествовать по разным причинам. В конце концов, использование этих современных удобств может помочь нам достичь наших целей, сохраняя баланс в нашей жизни. Именно поэтому речь идет о том, чтобы максимально эффективно использовать наше время и ресурсы в современном, быстро меняющемся Урок мире. 27. Расширение и рост. Удивительно, как быстро страна расширялась на запад к Тихому океану в те дни. Да, это расширение открыло множество возможностей, но оно также создало множество проблем. Именно поэтому, когда люди искали новые земли и ресурсы, они часто сталкивались с конфликтами и тяжелыми условиями. Это сложная глава истории, отмеченная амбициями и стремлением к новым начинаниям. Да, и первопроходцы, отважившиеся на запад, проявили удивительное мужество перед лицом неопределенности. Безусловно, их решимость прокладывать новые пути сформировала ландшафт страны. Кроме того, это привело к развитию динамичных сообществ, которые будут процветать в ближайшие годы. Действительно, но важно помнить, какое влияние это оказало и на коренное население. В конце концов, история экспансии на Запад — это история прогресса и размышлений о нашей общей истории. Урок 28. Роль доверия. Я полностью согласен с тем, что без доверия становится невероятно сложно достичь целей вместе. Да, доверие — это основа любого успешного партнерства, личного или профессионального. Именно тогда, когда члены команды уверены в своих намерениях, сотрудничество процветает. Кроме того, это способствует открытому общению,
которое необходимо для решения проблем и поиска решений. Безусловно, укрепление доверия требует время и усилий, но в долгосрочной перспективе это бесценно. Да, и это значит быть надежными и последовательными в своих действиях, чтобы заслужить это доверие других. В конечном итоге доверие создает благоприятную среду, в которой каждый чувствует себя ценным и способным внести свой вклад. В конце концов, речь идет о налаживании отношений, позволяющих противостоять трудностям и вместе радоваться успехам. Именно это чувство единства побуждает нас к достижению наших общих целей. Урок 29. Поддержание формы. Да, я хожу в спортзал 2 раза в неделю и считаю, что это действительно помогает мне оставаться активным и энергичным. Это хорошо для тебя. Чем вы часто занимаетесь, находясь там, чтобы максимально использовать Обычно я свое время? начинаю с кардиотренировок, чтобы увеличить частоту сердечных сокращений, а затем силовые тренировки для наращивания мышечной массы. Похоже, это хорошая тренировка. Сочетание кардиотренировок с силовыми тренировками действительно может улучшить общую физическую форму. Точно, и в конце я также стараюсь включить некоторые упражнения на гибкость, такие как растяжка или йога, чтобы улучшить свою подвижность. Это отличный подход. Гибкость часто упускают из виду, но она очень важна для предотвращения травм. Определенно. Кроме того, посещение тренажерного зала дает мне возможность расслабиться и очистить сознание после напряженного дня. Я вижу, как это было бы полезно. Физическая активность часто помогает снять стресс и обрести ясность ума. В конце концов, поддержание постоянного графика занятий в тренажерном зале стало важной частью моего образа жизни, и мне это нравится. Урок 30. Культурное богатство. Недавно я побывал на фестивале традиционной музыки и танца, увидеть который было очень интересно воочию. Звучит потрясающе. В том, чтобы погрузиться в другую культуру, есть что-то действительно особенное. Абсолютно. Энергия и энтузиазм исполнителей были заразительны, и впечатления остались незабываемыми. Могу себе представить, какой яркой, должно быть, была атмосфера со всеми цветами и звуками вокруг. Да, и изучение истории танцев еще больше повысило оценку этого вида искусства. Вот что мне нравится в культурных мероприятиях. Они не только развлекают, но и знакомят нас с различными традициями. Точно. Это прекрасный способ пообщаться с другими людьми и отпраздновать наше многообразное прошлое. В конце концов, такой опыт напоминает нам о богатстве человеческого самовыражения и творчества. Да, и они побуждают нас принимать и уважать культуры, которые делают наш мир таким уникальным. Урок 31. Подготовка к чрезвычайным ситуациям. Вы когда-нибудь попадали в чрезвычайную ситуацию? Всегда приятно знать, что делать в случае таких событий. Да, однажды у меня была небольшая чрезвычайная ситуация, и она научила меня тому, как важно быть готовым ко всему. Абсолютно. Наличие плана может иметь огромное значение, если что-то пойдет не так. Я согласен, и знание основ первой помощи может помочь нам эффективно реагировать в критических ситуациях. Точно, приятно осознавать, что мы потенциально можем спасти жизни, если будем информированы и активны. Кроме того, спокойствие во время чрезвычайной ситуации действительно может помочь в принятии лучших решений. Да, паника может затуманивать наши суждения, поэтому очень важно отработать ответные меры. В конце концов, быть готовым — это не только справиться с чрезвычайными ситуациями, но и почувствовать себя уверенным в себе и уверенным в себе. Абсолютно.
Каждый должен уделить время развитию этого навыка в целях собственной безопасности и безопасности других людей. Урок 32. Анализ стоимости проезда на такси. Простите, но у меня нет такой информации о точном тарифе, но я знаю, что обычно он оплачивается по счетчику. В этом есть смысл. Во многих городах распространены тарифы со счетчиками, обеспечивающие справедливые цены на поездки. Да, и всегда полезно проконсультироваться с водителем перед началом поездки, чтобы избежать сюрпризов. Абсолютно. Когда речь идет о транспортных расходах, ключевое значение имеет прозрачность. Кроме того, заблаговременное знание предполагаемого тарифа поможет вам более эффективно спланировать расходы на поездку. Да, и стоит проверить, не взимается ли дополнительная плата, особенно в часы пик. Точно. Получение информации позволяет нам принимать более разумные решения во время путешествий. В конце концов, понимание того, как работают тарифы на такси, может улучшить наше общее впечатление от путешествий. Абсолютно. Все дело в том, чтобы быть готовыми и принимать взвешенные решения в дороге.